Ландыко. Сразу же хочу сказать, что прямо сейчас, с сегодняшнего дня на нашем сайте tibetan-formula.com проходит акция. Эта акция называется «Бабье лето». Она будет идти 6 дней. Прямо с сегодняшнего дня это минус 15% на абсолютно все препараты, которые есть в нашей компании. Она будет проходить с 4 октября и по 10 октября. Вы можете перейти на сайт прямо сейчас и ознакомиться с акцией, знакомиться с акционными скидками. Итак, сегодня я отвечу на ваши вопросы, которые вы задаете мне прямо сейчас онлайн на моем сайте tibetanformula.com в вебинарной комнате. Также я сегодня постараюсь представить вам 3 новых наших препарата нашей компании. Это лецитин, омега 369 и коэнзим Q10. Объясню, какую задачу и какую цель необходимо ставить и в чем особенность приема и пользы данных препаратов. Итак, перед этим я отвечу на ваши вопросы. Здравствуйте, Андрей Андреевич, спрашивает Любовь. У меня цистит, а можно вылечиться без антибиотиков или может какую-то травку попить? Поможет наш препарат. Он называется Цистонорм. Принимая препарат Цистонорм по 2 таблетки 3 раза в день, вы можете вылечить цистит. Цистит может являться еще и пиелонефритом. Именно поэтому я все же хотел бы, чтобы вы обратились к врачу-нефрологу и постарались все-таки определить, какое у вас, в общем-то, заболевание, от которого необходимо лечиться. Пиелонефрит или заболевание цистит. Цистит – заболевание мочевого пузыря, пиелонефрит – заболевание почек. Симптомы практически одинаковые. Наталья, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, поставили диагноз аденомиоз. Предлагают сделать гистероскопию. Стоит ли делать или возможно полечиться вашими препаратами? Аденомиоз, насколько я помню, это заболевание прорастания ткани эндометрия в мышечную ткань матки. Заболевание очень достаточно распространено, и на сегодняшний день само лечение данного заболевания, оно имеет только один вердикт. Рано или поздно считается, что заболевание можно остановить, и заболевание может прекратиться только в случае полного удаления матки. Но не стоит отчаиваться и переживать. Дело в том, что в случае, если у вас нет детей, то тогда вам есть смысл проводить гистероскопию. Но само прорастание, вернее, эндометрия, оно так или иначе в дальнейшем все равно будет развиваться. Можно ли каким-либо образом это прекратить? Я считаю, что да. По моему мнению, опять-таки хочу сказать, оно не доказано, но исходя из собственного личного опыта, я могу сказать, что остановить данное заболевание можно, если понимать, что данное заболевание является следствием герпетического заболевания. То есть в случае, если начать лечить герпес, то тогда какой формы? На сегодняшний день известны 8 форм. На самом деле человек может болеть более 20 видами или 20 формами, или более неоткрытых еще, или открытых, но не диагностируемых видов герпеса. Вот один из них или разновидность одного из них может приводить к тому, что развивается вот такой аденомиоз. И, по моему мнению, длительное лечение, хотя бы 3-6 месяцев, длительное лечение герпеса может привести к тому, что в дальнейшем прекращается разрастание эндометрия или ткани эндометрия, и это все оканчивается. Каким образом и как необходимо устранять это? Противогерпетическое лечение, в которое входят следующие препараты. Бетулиновая кислота по одной таблетке 2 раза в день. Инстамакс, одна таблетка 2 раза в день. Эмбрио плюс, одна таблетка 2 раза в день. Демилон, одна таблетка 2 раза в день. Никакие дополнительные мази или спринцевания или еще что-либо нет необходимости делать. Можно использовать для уменьшения активности процесса
аденомиоза, можно использовать мазь, которая называется эндометрикс. Все-таки, я думаю, можно, потому что она приводит к отслоению эндометрия и в дальнейшем к улучшенному состоянию во время овуляции. Ну что, пусть вам помогает. Попробуйте. Все равно нужно ли сейчас вам делать гистероскопию? Это однозначно. Гистероскопию вам все равно придется делать. Гистероскопия, в случае, если вы не захотите принимать препараты, вы должны быть готовы к тому, что гистероскопию вам придется делать достаточно часто, один раз там в год хотя бы. И это будет, ну, естественным вашим заболеванием, наверное, до момента удаления матки. Извините за такой неблагоприятный прогноз, он не мой, это так считают врачи и так считает наша традиционная медицина. Я с ней не согласен, я считаю, что лечение заболевания герпес можно устранить в том числе и вот такое тяжелое заболевание. Выздоравливайте. Светлана, расскажите, пожалуйста, что дает сера для организма и можно ли с гималайской солью делать воду для восполнения натрия в организме? Соль это не только натрий, это еще и хлор. Поэтому не натрия, а натрий хлора, соединение соли. Что дает соединение соли, попадая в наш организм? Соединение соли, попадая в наш организм, увеличивает количество выделения соляной кислоты. Натрий и хлор участвуют в стимуляции деятельности поджелудочной железы, фактически приводит к увеличению ферментации и развитию и выделению ферментов поджелудочной железы, таких как трипсин, который расщепляет белок, таких как инсулин и так далее. Использование воды с солью или с натрий хлором а, заметно увеличивает количество лейкоцитов, лимфоцитов, в дальнейшем может приводить к улучшению общего состояния за счет уменьшения аллергенов, подавлением нейтрофилов. Именно поэтому людям, у которых есть аллергия любой формы, включая холодовую, необходимо увеличивать количество употребления соли. Также использование соли может улучшить состояние легких. Вот при, там, допустим, легочной недостаточности, при перенесенном заболевании легких с низкой сатурацией, в дальнейшем использование вот такой подсоленной воды может существенно улучшить состояние усвоения кислорода легкими, улучшить состояние ацетилирования и алкалирования в организме. И все вот эти системы муковисцеральные активировать. Именно поэтому и для легких, и для поджелудочной железы, и для кишечника, и от аллергии вот такая подсоленная вода полезна. Что дает сера для организма? Сера для организма дает возможность избавиться от заболеваний, которые вызваны высыпаниями. Как правило, высыпания очень часто связаны с высоким кортизолом и высоким кортизоном. Сера стимулирует выделение половых гормонов. Как правило, применение серы стимулирует выделение тестостерона и у мужчин, и у женщин. Именно поэтому в случае, если есть недостаточность тестостерона, то может происходить, сера еще и стимулирует иммунитет или улучшает иммунитет. Именно поэтому в случае, если у человека есть аутоиммунные заболевания, допустим, аутоиммунный тиреоидит, гипофункция щитовидной железы, апноэ правильно. В случае, если появляется высыпание на лице, в случае, если появляется фурункулез, использование серы в этом случае очень полезно. Использование серы для женщин при высоком тестостероне, при увеличенном количестве волосяного покрова, ну, я бы не рекомендовал использовать серу.
Серу рекомендую использовать для мужчин, у которых есть апатия, депрессия, облысение, у которых появляются фурункулы на спине и на лице или комедоны. При ощущении, будто лицо все время воскоподобное или жиром намазанное, это при гипофункции щитовидной железы наблюдается. Вот в этих случаях тибетская, кстати, медицина всегда назначала серу. В моей жизни был такой пример. Я после простуды где-то в возрасте 21 или 22 лет заболел таким активным фурункулезом. Мне назначил врач, дерматовенеролог, прием препарата цефтриаксон. 10 дней я принимал этот препарат в виде уколов, но после чего назначили мне доксициклин, я его тоже какое-то время принимал. Не помню, по-моему, антигистаминные препараты какие-то принимал я. Но мне не помогало, фурункулез развивался, и он был в поражающей такой форме. В народе это называется волчье это когда из одного фурункула появляется сверху еще один, и так вот все тело, особенно в паховой области, под мышками, в шейном отделе, особенно в области интимного и в интимной области в огромном количестве. И не помогала терапия, я отчаялся, и мне вот как раз помогло использование серы. А, я принимал серу буквально на кончике ножа 2 раза в день. Она устранила само заболевание на протяжении приблизительно, ну, наверно, 4-5 дней. То есть это было очень заметно. Возможно, повлияла и терапия, которую назначил врач, но как бы подтолкнула к улучшению общего состояния, как бы поддержала организм как раз данная сера. В моей практике были люди, которым я советовал серу в ходе лечения псориаза, в ходе лечения гипофункции щитовидной железы, в ходе лечения заболеваний печени, в ходе лечения заболеваний высыпания, в том числе и демодекоза. Принимали в небольшом количестве серу. В нашей компании сера представлена в виде препарата сера водорастворимая. 1 чайная ложка 2 раза в день. Я рекомендую обычно принимать данный препарат при высыпаниях каких-либо, особенно подростковый период. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, что дает сера? Ответил. Наталя Броварник. Добрий день, Андрій Андрійович. Підскажіть, будь ласка, що можна приймати СТФ, сильно почало випадати волосся, зуд задньої часті голови, місячні йдуть через раз, щитовидно вже видно знаружи, є узлообразний зоб, соду не можу пити, дякую. Это хорошо, что вы соду не можете пить, она вам особо и не подходит. Итак, в случае, если у женщины начинают выпадать волосы, ей необходимо знать, что в таком процессе выпадения волос обычно участвует гормон, который называется тестостерон. Как ни странно, тестостерон женщинам тоже необходим. Как увеличить данный тестостерон? Принимайте мой препарат Трибулус и препарат Мускус. Мускус 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Препарат Трибулус 1 таблетка 2 раза в день. Используйте спрей, который называется Трихопотенциалиум, либо второй вариант артроминовый. Если орошать и проводить вот такие аппликации на поверхность головы, то очень увеличивает, очень быстро начинают расти волосы, очень увеличивает рост волос, очень заметный результат. Также в случае, если есть проблемы щитовидной железы, и выпадение волос может быть связано как раз с проблемами щитовидной железы. Это может быть гипофункция щитовидной железы. Какие есть обычно признаки гипофункции щитовидной железы? Первый признак нетипичное ожирение, то есть лицо становится очень круглым, на внешней поверхности бедер и ягодицах появляются высыпания, прыщи, лицо обычно, особенно в утреннее время, при утреннем пробуждении, появляется ощущение, будто оно намазано воском или такое мыльное. Ощущение вспотевания, в момент вспотевания ощущения неприятные, то есть вспотевание похоже на мыльное такое вспотевание. То есть обычный человек, который потеет, у него
нет никаких таких неприятных ощущений у человека, у которого гипофункция щитовидной железы, у него есть ощущение, будто когда он потеет, ощущение, будто пот становится как мыльный, как будто мыло. Вот при всех вот этих мной перечисленных симптомах внешних можно четко быть уверенным в том, что у вас гипофункция железы, и это все говорит о том, что вам не хватает конкретно йода. И этот йод вы можете выпадают волосы, забыл еще об этом сказать. В этих случаях вам потребуется мой препарат Йодис. Он там в высокой концентрации, одна таблетка один раз в день вместе с препаратом Трибулус. Трибулус одна таблетка 2 раза в день, Йодис одна таблетка один раз в день. На протяжении 1 месяца вы сможете увидеть ярко выраженный эффект. В случае, если у вас недостаточность йода, в случае, если вы поправились, применение йода на протяжении 2-3 месяцев заметно улучшит не только общее состояние вашего организма, оно улучшит еще и внешний вид, так как перестанут волосы выпадать, а также избыточный вес исчезнет. У меня была сотрудница, звали ее Юля, возможно, она смотрит сейчас данное видео. Она в свое время обратилась с тем, что не могла справиться с высыпаниями на лице. У нее были такие красные, розовые высыпания, они не дозревали до момента, когда нужно было там их что-то с ними делать или обращаться к косметологу. Любые косметологические методы не помогали ей, если помогали, то на чрезвычайно короткое время. Я как раз у нее диагностировал гипофункцию щитовидной железы и порекомендовал ей попринимать препараты йода. В момент того, когда она принимала йод, она его принимала в виде горки. Это был препарат Люголь с высоким содержанием йода. И она его принимала первый день 1 капля на столовую ложку молока, второй день 2 капли, на 10-й день 10 капель, на 19-й день 1 капля. Потом делала неделю перерыв, после чего вновь принимала неделю йод, потом перерыв и вновь принимала неделю йод. Вот такой обычно метод можно использовать для таких людей. Но что произошло у нее? Один раз она провела данную такую, можно назвать, терапию йодом или люголем, после чего очень похудела более чем на 9 килограмм, и с лица сошли фурункулы, воспалительные процессы кожного покрова, и в дальнейшем вышла замуж, родила, по-моему, даже 3 детей. Ну ладно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Болит шея, болит вся спина, бедра, икры ног. При ходьбе быстрая утомляемость. Чем себе можно помочь? Вот это все, что вы сейчас перечислили, это все процессы, которые связаны с осенью. А осень – это время артритов. Это все миозиты, это остеохондрозы. Вот это все происходит как раз в осеннее время или в осенне-зимний начале осенне-зимнего периода. Любое воспаление при этом приводит вот к таким состояниям. Утомляемость – это недостаточность АТФ, ам, недостаточно а, энергии. Что с ней делать, сегодня я тоже расскажу. Ну и чем себе помочь? Такой сначала дам, наверное, всеобъемлющий, наверное, обучающий семинар, насколько это получится, я к нему специально не готовился, и после чего, наверное, дам свои какие-либо рекомендации. Смотрите, ну первое, чем вам можно помочь. По моему мнению, есть такие процессы, которые я называю закислением. Вот это закисление, когда я говорю закисление организма, я имею в виду, скорее всего, молочную кислоту. Молочная кислота, она участвует в процессе закисления, она всегда выделяется у нас, независимо от того, чем мы в жизни своей занимаемся. Ну, там процесс окисления может быть, а может быть процесс
ацелирования. В процессе ацелирования водород может превращаться там в какие-либо уксусы в цикле Кребса. И это все приводит вот к такому окислению. Это не кислородное окисление, о нем тоже поговорю, кстати. Сейчас мы пока говорим о окислении, которое происходит вот за счет влияния водорода. Когда происходит вот такое окисление, то что необходимо делать? Первое. Есть вещество, которое должно выделяться в нашем организме, которое, с одной стороны, может принести большое количество несчастья, а с другой стороны, существенно помочь нашему организму. Это вещество называется аммиак. Я очень часто о нем говорю о том, что большое количество аммиака может привести человека к тому, что у него могут появляться судороги, может появиться эпилепсия, аутизм развиться. Я очень часто наблюдал, как исследования деток, у которых есть отставание психического развития, физического развития, в крови обнаруживался аммиак, и мы после чего пробовали этот аммиак убирать L-арнитином и там какими-то процедурами и так далее. С успехом это все выполняли или делали. И я столкнулся вот с чем. У человека должно быть определенное количество аммиака. Для чего это необходимо? Дело в том, что аммиак, он помогает, в свою очередь, растворять белки в момент вот такого ацелирования. И вот такие процессы обычно, они происходят как раз связано это с белками, это связано с оксалатами, это связано с уратами, это связано прежде всего с молочной кислотой. О чем я говорю? Вдруг внезапно начали болеть мышцы, вдруг внезапно со временем появились камни в почках. И с чем это связано? Это связано с тем, что в организме недостаточно происходит процесс усвоения кислорода, водород не объединяется с кислородом, водород не расщепляет молочную кислоту, происходит процесс перенакопления молочной кислоты, за счет этого почки нагружаются. Это может быть синдромом сахарного диабета, аутоиммунного тиреоидита, сахарного диабета второго типа, аутоиммунным тиреоидитом, какими-либо синдромами или заболеваниями типа там Коновалова-Вилсона, там, ну, какими-либо заболеваниями, связанными с пищеварительной системой. Это могут быть процессами вирусными, простудными артритами, полиартритами и так далее. Одним словом, молочная кислота, которая выработалась за счет того, что вы переживали, нервничали, психовали, беспокоились, болели, у вас были физические нагрузки или там выпивали алкоголь. Все это процессы, когда молочная кислота может накапливаться. Потом небольшой ветерок, миозит, нечаянно сдвинулись, там произошло воспаление, молочная кислота накопилась. В этом случае аммиак должен привести вас к тому, чтобы эта молочная кислота исчезла. Самый простой способ убрать вот такие боли, которые находятся в позвоночнике, в мышечных тканях и где-либо, это использование аммиака. Где находится аммиак? Аммиак находится у нас в препарате, который продается в аптеке, он называется нашатырный спирт. Гадкое такое вещество. Как можно быстро и совершенно безболезненно и без всяких абсолютно побочных эффектов убрать просто глобальное количество заболеваний, в том числе мочекаменную болезнь, почки, камни в почках, там проблемы, связанные вот типа с вашими, там улучшить состояние при артритах, там не изменяя терапию гормональную и так далее. Вам поможет прием вот такого настырного спирта. Как его принимать? Запоминайте. Есть два варианта, когда можно его принимать. Итак, в случае, если у вас там коксартроз, дальше мочекаменная болезнь, то нашатырный спирт необходимо развести с водкой. Каким образом? 1 столовая ложка нашатырного спирта аптечного разведите с пол-литром водки. После чего принимайте следующим образом. 1 столовая ложка данной смеси на 1 стакан еле теплой воды.
выпивать не сразу, а на протяжении всего дня по чуть-чуть. Делать это необходимо 3 дня, то есть 3 стакана. Еще раз хочу сказать. 1 столовая ложка нашатырного спирта разводится в пол-литра водки, желательно хорошего качества, после чего 1 столовая ложка уже данной смеси разводится в 1 стакане теплой воды, принимается на протяжении дня по чуть-чуть. 1 стакан 1 раз в день. Необходимо выпить в месяц только 3 стакана. Желательно это делать первый, второй и третий день, после чего месяц перерыв. На второй месяц необходимо повторить и на третий месяц повторить. Вот если сделать это 9 раз за 3 месяца, ну, то есть выпить грубо 9 стаканов за 3 месяца, то через 3 месяца можно идти и смотреть на ваши почки. То есть, если у вас мочекаменная болезнь, то там проблем этих не будет. И второй вариант. При заболеваниях позвоночника, мышц, при заболеваниях там миозита, остеохондроза и так далее, готовится водный раствор. Каким образом? 1 столовая ложка, 1 столовая ложка нашатырного спирта разводится в двухлитровой баклажке на 2 литра теплой воды. После чего как принимается? Принимается 1 столовая ложка на стакан воды через день 7 дней. 1 столовая ложка на стакан воды через день 7 дней. После чего это делается через месяц. Аналогичный эффект, улучшается состояние при артритах, боли в мышцах и так далее, и так далее. Объяснение какое? Возьмите и проведите такой вот опыт. Можно взять скисшее молоко. Почему оно скисло? Оно скисло за счет того, что в нем находится молочная кислота. И добавьте туда небольшое количество нашатырного спирта. Что произойдет? Ваше кислое молоко вновь станет нормальным молоком. Почему? Потому что происходит нейтрализация действия молочной кислоты, и белок, который уже поврежден за счет действия молочной кислоты, он таким и останется или выпадет в творог, как бы уже твердым стал, сварился, да, за счет кислоты, а тот, который еще не успел, станет вновь молоком. Таким образом, вот такой вот нетрадиционный, можно назвать его авторский способ избавления от данных заболеваний. Ну и несколько слов, наверное, о новых препаратах. Коэнзим Q10. Смотрите, как устроен наш организм. Когда человек дышит, то в человеческом дыхании, зачем человек дышит? Целью дыхания, условно и по-детски расскажу, хорошо? Условно, человеческое дыхание является элементом восполнения или накопления в каждой клетке нашего организма, всех абсолютно клеток, то есть от зубной эмали, заканчивая ногтем, накопление происходит, везде находятся клетки, и в этих клетках находится кислород. Кислород является мощнейшим антиоксидантом. Для чего это необходимо? В каждой клетке находится митохондрия. Митохондрия – это грубо реактор, который воспроизводит энергию. Энергия называется АТФ, то есть это энергия нашего организма. И вот эта энергия нашего организма, это за счет этой энергии мы теплые. То есть за счет этого происходит наше нагревание в нашем организме. Вот такой процесс оксидации или процесс накопления и изменения кислорода, он должен иметь какое-либо движение. Потому что если был бы только кислород, то организм бы просто сгорел. Именно для того, чтобы организм не сгорал, необходим еще и водород. То есть кислород, он на электроне находится, водород находится на протоне. Таким образом, должно быть соединение кислорода и водорода. И вот это все, оно естественным образом происходит у нас за счет натрия и калия. Оно происходит у нас за счет проникновения, возможности проникновения через мембраны
Если бы не было, допустим, водорода, то у нас бы не было бы процессов расщепления липопротеинов, знаете, потому что липопротеины, они не подвергаются оксидации, и очень часто кислород не справляется с такими липопротеинами, то есть мы бы болели там сумасшедшими холестеринами, атеросклерозами и так далее. Так вот, в момент этот необходимо, чтобы водород проникал в клетку. Со временем происходит нарушение проникновения водорода в саму клетку, и клетка сгорает, умирает. В ней появляется апоптоз. И второй вариант. Кислород не доходит до самой клетки, и клетка тоже умирает. То есть у нее появляется либо кислородное голодание, как при атеросклерозе, либо сжигание, как при, допустим, там, каких-либо онкологических вирусных заболеваниях и так далее. И в этих случаях необходим какой-то процесс, который бы помог нашей клетке активно вновь начать жить. Вот этот процесс, он называется, вот есть такое вещество, которое называется коэнзим. Что такое энзим? Энзим в переводе с латыни обозначает вездесущий, то есть везде находящийся. Энзим – это находящийся в каждой клетке нашего организма. Коэнзим 10, почему так называется 10? Особенность данного белка заключается в том, что он имеет 10 электронов. В этом белке находится 10 электронов, и они к каждому этому электрону крепится водород или прикреплен водород. Именно поэтому, когда человек начинает принимать препарат коэнзим Q10, такой препарат проникает через мембрану клетки, влияя на митохондрии и участвуя в процессе антиоксидации или устранения или убирания переизбытка кислорода в самой клетке, что фактически приводит к улучшению общего состояния и к правильному уменьшению естественным путем процесса окисления, в котором участвуют как раз вот эти кислоты, пируват виноградная, арома масляная, там уксус 3-этилфосфорная, ну их там очень много, это все находится в цикле Кребса при участии, наверное, вот пируват-киназы. И, ну, там, слава богу, хватает там процессов, их там очень много. Можете найти в Википедии цикл Кребса и почитать вообще, что это такое, как это происходит. Вот при переизбытке кислорода происходит процесс окисления, выделение большого количества молочной кислоты, выделение дополнительных кислот, это все называется окислением. Для того, чтобы с этим справиться, особенно это влияет на процессы нашего сердца, гладкой мускулатуры мышечной. Это влияет на нашу мускулатуру. Вот человек говорит, у меня не хватает энергии. Это все процесс окисления. У меня не хватает там физических сил, мышцы там не сокращают, мышцы болят и так далее. Это молочная кислота, которая происходит в процессе переокисления организма, которая может быть частью еще и вашего старения и так далее. Как найти эту энергию? Как заставить эту энергию появиться? Что необходимо делать? Вам поможет мой препарат коэнзим Q10. Он соединится с кислородом, поучаствует, вот так он выглядит. Его в препарате высокая концентрация, 100 миллиграмм в одной таблетке коэнзима Q10. Если рассмотреть ребенка и рассмотреть взрослого, то ребенок дышит активнее, процесс окисления происходит активнее, но и увеличенное количество усвоения или нахождения в организме ребенка коэнзима Q10. Коэнзим Q10 участвует еще и в процессе расщепления липидов в нашем организме. На первое место нужно поставить липиды, а, липопротеины низкой плотности и очень низкой плотности холестерина. Именно поэтому применение коэнзима Q10 может помочь устранять высокий холестерин. Кстати, по поводу холестерина тоже несколько слов. С холестерином все немного по-другому.
С липопротеинами низкой плотности тоже все немного по-другому. Фактически это является клетками воска или клетками жира, которые необходимы нашему организму. И очень часто в свободном таком жире происходит процесс окисления. По идее, он должен происходить, но в нашем организме так все устроено, что в случае, если пищеварительная система работает плохо, то и легкие работают плохо. Если плохо работает система почек, то и легкие работают плохо. Если вы переболели вирусными заболеваниями, то и легкие работают плохо. И в нашем организме обычно недостаточно кислорода, как ни странно, для того, чтобы происходил процесс расщепления липопротеинов низкой плотности, холестерина. И в этом случае вам может помочь омега-3, омега-6 и омега-9. То есть это препарат, который может помочь вам снизить холестерин, снизить липопротеины низкой, очень низкой плотности и помочь вам. Ну и если вдруг вы хотите восстановить себя, стать моложе, начать лучше чувствовать, высвободить энергию и так далее, снизить холестерин и так далее. Не забывайте о искусстве быстрого дыхания. Я о нем уже раньше рассказывал. Искусство быстрого дыхания – это некий метод, который я когда-то предложил, которому меня когда-то научил человек по фамилии Далкар. Вы можете использовать данный метод, как он используется или как он выполняется. Встаньте утром или в обеденное время, да в принципе и вечером можно. Поставьте стоя, поставьте ноги на ширину плеч, не приседая, не сгибая ноги, не отрываясь, а как бы начинайте вот так вверх-вниз приседать нежно, с очень широко открытым ртом, как бы создавая диафрагмальное качание, которое автоматически вызовет у вас естественный, естественное закачивание воздуха в легкие и естественный выход этого воздуха из легких. Таким образом произойдет более активное насыщение кислородом вашего организма. Если делать вот такое дыхание, найти его можно в Ютубе, оно называется «Дуйко дыхание Патрула», «Дуйко дыхание по Патрулу», где я показываю, каким образом необходимо дышать. Если вы это соедините с приемом препарата омега-3 и коэнзим Q10 моей компании, то вы заметно увеличите свою энергию, раз. Второе, большинство заболеваний, таких как заболевания позвоночника, заболевания артроз, заболевания мочекаменное, заболевания сахарный диабет второго типа, заболевания, синдром хронической усталости, тяжесть в организме. Это все естественным образом в очень быстром времени. Холестерин высокий, атеросклероз. Перечислять можно бесконечно долго. Вот так выглядит омега-3, она у нас в высокой концентрации, 1200 миллиграмм. Вот так она выглядит. Желатиновая такая капсула, твердая. Сейчас данные препараты можно купить с скидкой 12% на нашем сайте, на котором вы находитесь, tibetanformula.com. Наталья. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Подскажите, пожалуйста, что можно принимать из препаратов ТФ, чтобы избавиться от двух сухих и немного чувствительных? Двух сухих и немного чувствительных кого или чего? Мажу изотоновой мазью, помогает очень, потому что больше не становится. Хотелось бы избавиться от этих сухих бляшек. Бляшек где, Наташа, где бляшки? Они у вас на веках или они у вас это кератомы, кандиломы, папилломы? Что это? Можете написать? Валентина, добрый день, уважаемый Андрей. Сегодня мне 60 лет, день рождения. Буду счастлива, ваши поздравления. Валентина, поздравляю вас с вашим праздником, 60-летием. Счастья вам, здоровья, большой молодости. Нравьтесь людям. Всегда помните, что самое главное достоинство женщины заключается в том, что она женщина.
Женщина, потерявшая в себе женственность, становится самцом. Поэтому никогда в жизни своей помните, вернее, что вы всегда, несмотря ни на что, остаетесь женщиной. А женщина это всегда ногти, глазки, щечки, макияж, красивые волосы, красивая одежда, юбки, забывчивость, трепетность, удивленность и то, что отличает мужчин от женщин, желание радоваться внешней красотой своей и окружающего мира. Пусть всегда это будет у вас, пусть всегда это будет для вас пусть всегда это поднимает и вдохновляет. Болит шея, вся спина, икры, бедра. Надеюсь, ответил на вопрос. Поможет омега-3 коэнзим Q10. Также вот нашатырный спирт попробуйте. Также вот нашатырным спиртом можно натирать места боли. Допустим, миозит легче всего, нашатырный спирт. Позвоночник болит легче всего, нашатырный спирт. Говорю вам серьезно. Проникает через поверхность кожи, устраняет молочную кислоту, которая является прекурсором боли, и устраняет данное воспаление, ну, фактически является уникальным, потрясающим, универсальным и чрезвычайно быстрым и дешевым средством по лечению даже таких страшных заболеваний, как мочекаменная болезнь. У меня воспалился пупок красный, запах плохой. Как ему помочь? Ага. В моей компании есть мазь, она называется Живица. И используйте. Также есть препарат Лопчатка. Почему происходит это? Это, скорее всего, связано с тем, что очень тяжелое что-то подняли. Или занимались там физическими упражнениями. И вот такое положение вещей называется надсада. То есть подняли что-то тяжелое. Такое часто бывает. Каким образом необходимо это устранять? Ничем не мажьте. Можно живицей смазать просто, и это все очень быстро исчезнет. Прям вот за двое-трое суток. Наташечка, я же вам ответил в самом начале по аденомиозу. Я же вам ответил. Все же ответил. Вы что, не услышали? Может, не идет вебинар? А ну-ка. 40 минут здесь рассказываю что-то, может, вебинар не идет. Идет. Идет вебинар, ура. Кто мне жар? 40 минут здесь рассказываю что-то, может, вебинар не идет. Куда тебе положить? Так. Елена Данилишина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мое тело покрылось красными круглыми пятнами. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Мое тело покрылось красными круглыми пятнами, особенно ноги. Анализы все хорошие. Поставили розовый лишай. Посоветуйте, пожалуйста, как справиться. Розовый лишай лечится в случае, если увеличить иммунитет. Чем лечить вообще розовый лишай? Народный способ. Берете темного цвета изюм, раскусываете его, или виноград красный, или темно-синий такой. Раскусываете и вот эти места лишая смазываете. Вообще от лишая очень помогает. И почему лишай возникает? Лишай возникает, когда иммунитет у человека снижается. Вот сегодня я говорил, нашатырный спирт. Вот можно смазывать нашатырным спиртом. Второе, используйте препараты для улучшения иммунитета. Это может быть Инстамакс, Демилон, Эмбрио Плюс, битулиновая кислота, битулин.
Эльвира, здравствуйте. Напряжение в шейно-воротниковой зоне. Причину не нашла. Как лечить? Причины и нет. Это так и связано у нас, скорее всего, с ущемлением, скорее всего. Это может быть связано там с миозитом, это может быть связано с остеохондрозом, может быть с какими-то ущемлениями. Чем это лечится? Самый простой способ – это массаж. Массажист ежедневно на протяжении 7 дней может вам восстановить и убрать. Вообще хочу сказать, что в большинстве своем, когда человек говорит, мне не помогает доктор, там позвоночник нужно лечить, нужно там, у меня грыжа Шморля и так далее. Я хочу сказать вам, что, как правило, единственной возможностью справиться с данными проблемами это массажи. То есть это 10 или 30-дневный массаж. То есть это ежедневные массажи. Опытный массажист может проработать все эти зоны, не отказывайтесь от этого. Но еще от человека многое зависит. Почему? Когда вам будут делать массаж, обязательно в период, когда вам делают массаж, старайтесь в этот период расслабляться. То есть лежите, он делает, и там, где вам больно, расслабляйте мышечную мускулатуру. Хорошо вместо боли ставить банки силиконовые или банки стеклянные, вот как в Китае ставят китайские банки. У нас были когда-то такие физиопроцедуры с постановкой банок. Я даже могу, если у нас будет время, могу найти книгу такую, где я их коллекционирую. Там называется «Физиопроцедуры Советского Союза». И там я ее буквально вчера видел, даже знаю, где-то она у меня вот в моей литературе лежит. И там вот как раз о том, как ставить банки, как широко это используется, и там очень хорошие результаты по этим банкам описываются. И при заболеваниях, там, воспаление легких, при заболеваниях бронхит, при заболеваниях артроз, коксартроз и даже там при воспалительных процессах там каких-либо, вот везде ставят банки. Так что причина не важна, важно чем убрать, чем лечить. Лечите массажем, принимайте мой препарат Вертебралис, принимайте мой препарат мазь вертебрализовая, золотой бальзам, можете использовать дома, камфорный спирт и нашатырный спирт. Скажите, пожалуйста, моего сына аритмия, что делать 14 лет? Буквально вчера одна женщина написала мне сообщение. Хорошее сообщение, оно мне очень понравилось. Как раз вот по аритмии. Она написала это в Инстаграме. Сейчас я Инстаграм здесь на ноутбуке не открою. Она написала: Андрей Андреевич, очень от аритмии помог препарат Энескард. Энескард принимала с апимоксом, такой препарат Апимакс, и витаминами для сердца. Витамины для сердца, я сейчас скажу, как они называются. Все время забываю. Витамины. И витамины для сердца, специально созданные для сердца. Симар, по-моему, да, точно, Симар. Есть вот такие витамины для сердца. Принимайте NSCARD, Апимакс. Это 3 вещества, которые делают пчелы. Это перга, маточное молочко и пыльца. И Симар, витамины для сердца. В этих витаминах находится в составе аскорбиновая кислота, витамин А1 это ретинол, витамин В1 это тиамин, витамин В это рибофлавин, В3 это никотиновая кислота, ликопин. Ликопин участвует в устранении липопротеинов низкой, очень низкой плотности холестерина. Рутин это витамин П, тоже его форма. Он растворяет тромбы в случае, если где-то есть. Пантотеновая кислота это В5, биотин В7, фолиевая кислота В9, витамин D3, лизин, пролин, аргинин, таурин. Это аминокислоты, которые как раз и приводят к тому, чтобы восстанавливать мышечную мускулатуру. Могу сказать, что в таком виде, в котором
создан препарат Симар витамины для сердца, можно дополнительно использовать для людей, у которых есть проблемы с мышечной мускулатурой. Это мышечная слабость, недостаточность роста мышц, там, тремор рук можно использовать, а также из-за большого количества витаминов В, здесь представлены все виды витамина В, это может быть еще и комплексом при лечении заболеваний, атеросклероз, при заболеваниях позвоночника. Супер великолепный препарат. Елена Данилишина. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич, за ответ. Большим уважением к вам. Иммунитет действительно упал, переболела ковид. Еще раз спасибо, пожалуйста. Здравствуйте. Можно ли вылечить витилиго? В моей практике были случаи, когда витилиго излечивалась. Что принимали? Лучше всего принимали эти люди ряску. У меня есть семинар, он называется «Лечение витилиго». Вы можете его найти и просмотреть, он в Ютубе есть. Там я рассказываю о всех этих методах, о том, какие препараты мы можем принимать или какие препараты могут помочь вам, если использовать их препараты нашей компании и так далее. Так вот быстро по витилиго не расскажешь. Здравствуйте, дорогой Андрей Андреевич. Посоветуйте что-нибудь при камнях в желчном. Приступов нет, но операцию хотят делать операбельно и срочно. Прохожу ваши сеансы, спасибо. В нашей компании разработано 3 вида веществ. Это препарат, который называется ликолила. Это масляные препараты из ароматических масел. Сейчас я его найду. Ликолила. 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 Профилактика застоя желчи. Читаю. Натуральное средство ликолила на основе ценных активных растительных масел помогает нормализовать работу желчного пузыря, поддержать его здоровое функциональное состояние, улучшить пищеварительную функцию. И в нем находятся натуральные масла. Эфирное масло розмарина, лимонное масло, масло лимона, миндальное масло, эфирное масло грейпфрута, натуральные масла лимета, розмарина, лимона, мандарина и грейпфрута. Вот таким образом можно устранять. Народный способ. Берется кожура грейпфрута, перетирается в порошок, заваривается 1 чайная ложка на стакан воды, пьется 1 стакан 1-2 раза в день. Второе средство. Берется шиповник, заваривается 1 столовая ложка шиповника стаканом кипятка, после чего добавляется 1 таблетка сахарозаменителя сорбата или сорбита или ксилита. И выпивается 1 стакан 2-3 раза в день. Считается, что применение шиповника в узваре или в заваре может помочь избавиться от камней в желчном пузыре. Так и есть. Они не выходят, но очень заметное улучшение. Также есть у меня препарат, который был сделан одним из первых. Он называется Лунглин. Лунглин – это моя дань той тибетской медицине, которую я когда-то изучал. Он так и называется в тибетской медицине Лунглин. В нем находится ряд растений, и, как правило, он как раз и устраняет заболевания и нарушения желчеобразования, желчевыделения. Без магнезии в нем находится расторопша, шиповник, люцерна, сельдерей, лопух, ламинария. И щавель, там, корень ревеня, ромашка, лопух, стручки фасоли, девисил. Все это находится там в виде экстрактов. Именно поэтому действие такое мощное, очень яркое. Принимайте ликолила, лунглин, пейте чай с шиповником и сорбатом или ксилитом, сорбитом или ксилитом и избавитесь от данной проблемы. А еще третий забыл сказать. Третье – это горечи дуйко, амарум. 1 чайная ложка 1 раз в день. Любые горечи устраняют камни в желчном пузыре.
Что такое камни в желчном пузыре? Камни в желчном пузыре – это высокий холестерин, это высокие липопротеины низкой, очень низкой плотности. С чем необходимо сражаться? Необходимо увеличивать употребление препарата омега-3, поэтому дополнительно для вас можно использовать препарат омега-3. Сегодня я говорил о том, что коэнзим – это белок, который крепит к себе 10 а, 10 протонов водорода, и после чего входит в клетку через мембрану клетку. Бывает у клетки две мембраны, одна внутренняя, одна внешняя, и очень часто вот эти мембраны, они разрушаются. За счет этого клетка может либо погибать, либо водород может не проходить, либо происходит процесс сжигания клетки, и это все связано, может быть связано там, с падением температуры тела, с увеличением температуры тела, ощущениями внутреннего тремора, развитием таких заболеваний, как Альцгеймера, Паркинсона. Это может быть связано с там, целым рядом заболеваний, включая там, астению, включая мышечную ригидность или ригидность мышечной мускулатуры, даже ишемическая болезнь сердца и так далее, ишемия. В этих случаях я рекомендую использовать препарат лецитин. Это препарат, который участвует в формировании и усилении работы мембраны каждой клетки. Особенно рекомендую людям, которые в данный период времени болеют хронически заболеванием туберкулез, гепатит любой формы, респираторные заболевания перенесли. Очень рекомендую людям, которые хронически болеют пилонефритом, циррозом печени, ревматизмом, радикулитом, ревматоидным артритом, полиартритом, васкулитом. То есть вот такими заболеваниями прямо вот необходимо принимать препарат лецитин. Он приводит к тому, что хронически очень быстро не будут разрушаться ткани. То есть ткани разрушаются при любом аутоиммунном заболевании, допустим, ревматоидном. Коксартроз разрушается, хрящевая ткань, вот необходим лецитин. Там разрушается хрящевая ткань при листозе, протрузиях, вот необходим лецитин для того, чтобы замедлить процесс разрушения тканей в организме, восстановить мембраны. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как можно вылечить воспаление глаза, склера красная и болит? Врачи не знают, чем лечить. Первое, необходимо начать принимать селен. Второе, необходимо принимать цинк. И из наших препаратов необходимо принимать препарат, сейчас скажу, оф, ото, офтар, сейчас, офтимекс. Использовать капли офтар нашей компании и использовать таблетки, которые называются Офтимекс. Профилактика и защита от глаукомы и катаракты. В данном препарате находится и гинкобилоба, и селен, и коэнзим Q10. Можно принимать препарат Офтимекс совместно с препаратом коэнзим Q10. Тогда его действие будет еще и более ярко заметным и выраженным. На новые препараты также действует скидка минус 15%. Давайте еще раз, пожалуйста. На сегодняшний день акции 15% нет. В нашей компании есть акция, и она звучит... 15, да. Тьфу ты, да, а я думал 12. Итак, да, и на новые препараты, включая коэнзим Q10, лецитин и омега-3, на сегодняшний день действует акция абсолютно на все виды нашей продукции, включая бетулиновую кислоту. Действует скидка с 4 по 10 октября минус 15%. Пожалуйста, это для вас. Раз нет на улице бабьего лета, пусть бабье лето начнется в нашем сердце. И поэтому ради этого, чтобы хоть как-то поддержать красоту наших женщин, мы решили сделать скидку минус 15% на все препараты компании «Тибетская формула». Будьте здоровы, наши любимые и красивые женщины, которые всегда остаются девочками.
Пропила изотон, мнемонорм, трангиновые капли капала, и эмбрио плюс. Что-то с головой у меня болит. Что со мной, не знаю, что еще пропить. У вас, Валя, это связано с мигренями на фоне спазмов сосудистых. Вам необходимо попринимать препарат Гваргин и Дитарекс. Дитарекс еще и в виде чая. Или Гваргин Миграфит, или Гваргин и Дитарекс. И цинк. Это уберет у вас вот такие боли. Начните дышать. Выходите на улицу и делайте вот такое дыхание по патрулу Далкару. Обязательно это делайте. Андрей Андреевич, это я пишу, ваш консультант, Анастасия, людям и за скидку тоже. Настя, здравствуйте и большое спасибо. Андрей Андреевич, скажите, пожалуйста, можно ли избавиться от холестериновых бляшек в сонных артериях, избавиться без операции? Да, я считаю, можно избавиться. Есть препарат ДРРС, второй препарат моей компании Омега-3, ДРРС, Омега-3, коэнзим Q10 и Гваргин. Вот их можно использовать для того, чтобы убрать холестериновые бляшки. Народный способ избавляться от холестериновых бляшек – это использование метода Шевченко. Но в методе Шевченко используют обычно подсолнечное масло. Но дело в том, что это не очень хорошо. Дело в том, что да, подсолнечное масло полезно, в нем большое количество витамина Е, но есть одна особенность. В оливковом масле высокое количество алииновой кислоты, которая естественным образом влияет на уменьшение холестерина и расщепление и уничтожение холестериновых бляшек. Кстати, коэнзим Q10 является вазодилататором. Что это такое? Расслабляет мускулатуру и расширяет сосуд. То есть почему бляшка? Сосуд сужен, вазоконстрикция произошла. А что нужно сделать? Надо создать процессы вазодилатации, то есть расширить сосуд для того, чтобы бляшечка начала исчезать и интима полечилась. Ну и для этого как раз вот и есть коэнзим Q10. ДРРС, Гваргин, коэнзим Q10 и бляшек не будет. Народный способ по Шевченко звучит так. 2 столовые ложки водки хорошего качества и 2 столовые ложки, только Шевченко говорил, подсолнечного масла нерафинированного, а я хочу сказать оливкового, натурального. И вот такой способ, если принимать по 2 столовые ложки утром и вечером, то похудеете, сахарный диабет второго типа уйдет, бляшки, холестерин снизится, бляшки поисчезают. Вообще очень часто помогает при проблемах с потерей зрения или ухудшением зрения. Потрясающий, потрясающий результат. Единственный минус – неприятно. Также может убрать, улучшает иммунитет. Есть ли этому объяснение? Да, объяснение есть. Но у нас в организме происходит два процесса. Это много процессов происходит. Один из них, вот это клеточный процесс, вот как раз он связан с расщеплением липидов, и там в этом процессе участвует алкалоз, э, алкирование. То есть это процесс, в котором происходит расщепление. И в этом вам может помочь использование алкоголя, конкретно водки. Да, я тот человек, который считает, что водка и любой алкоголь – это плохо. Но дело в том, что это плохо для здоровых людей, а для людей, у которых есть проблемы, если этим людям можно помочь и устранить данную проблему с помощью алкоголя, то в качестве лечения использование такого алкоголя возможно и даже необходимо. Поэтому обычным людям принимать алкоголь с оливковым маслом не нужно. В случае, если атеросклероз, сахарный диабет второго типа и проблемы там шум в ушах, головокружение, проблемы по позвоночника, сахарный диабет второго типа, ожирение и так далее, то вот такие там где-то появляются уже окклюзии или стенозы, и нужно как-то с этим справляться. Вот коэнзим Q10 и вот такой метод, его можно назвать видоизмененный метод Шевченко или у Шевченко с подсолнечным маслом, это будет метод Дуйко, то есть оливковое масло с водкой. Вот по методу Дуйко принимать. После ковида исказился вкус и запахи. Можно ли это исправить? Поможет эмбрио
Назин. Есть такой спрей в нашей компании. Он вам за максимально 7 дней полностью восстановит и вкус, и нюх, обоняние, и все остальное. М. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как и чем можно лечить болезнь Бехтерева? Благодарю вас. В моей практике не было еще ни одного пациента, которому я бы вылечил или смог бы помочь при заболевании Бехтерева. Поэтому я, к сожалению, был один человек, который лечился в Японии, и он там в Японии принимал какую-то терапию, которая связана с кишечником. И потом приехал, и ему заболевание Бехтерева сняли. Но эта терапия была дорогая. Почему кишечника? Я так думаю, что там все было связано с иммунитетом. Я думаю, что можно было бы попробовать полечить заболевание Бехтерева, но не влиять на хрящевую ткань и позвоночник, а влиять на иммунитет. То есть принимать препараты для иммунитета Инстамакс, Эмбрио Плюс, Демилон и на первое место бетулиновая кислота. Вот таким образом можно было бы попробовать полечить. Но опять-таки я гарантий совершенно никаких не могу давать, и я не имею права этого делать. Дело в том, что у нас в медицине на сегодняшний день я не нашел пока еще ни одного человека, который бы смог справиться на 100% с заболеванием Бехтерева. Я еще таких людей не знаю. Да, много людей живут и до 70 лет, и до 80 лет с заболеванием Бехтерева, но вылечить заболевание, продлить жизнь и улучшить общее состояние, да, вылечить пока ничего такого не видел. Андрей Андреевич, у моей дочери появилась плавающая полоска перед левым глазом. Что может быть? Врачи исключили проблемы с хрусталиком, отслоением сетчатки. Что может быть? Это может быть анемия, и это может быть анемия, дистония и недостаточность витамина С. Что необходимо делать? Препарат Гемонем, Дитарекс и препарат С. Витамин С, он тоже продается в нашей компании. Я из Татарстана, могу ли я купить ваши препараты? Если Татарстан, это же Россия, ну и нужно писать, я из России, почему Татарстан? Как это так вы пишете? Я же не пишу, я из Киева или Киевской области. Я пишу, я из Украины. Пишите правильно, я из России. Мы в Россию не продаем. В Беларусь тоже не продаем. Не знаю я, продаем или нет, нужно узнать у наших администраторов. В Беларусь не продаем. У нас с Белоруссией на сегодняшний день закрыты границы. С территории Белоруссии происходит обстрел украинских территорий. У моей дочери появилась плавающая, ответил, я из Татарстана, из России не продаем. Спасибо большое вам за советы, рекомендации, за школу ЗТФ. Спасибо и вам. Андрей Андреевич, спасибо за шум прекращения войны. Слушайте, это может всем нам помочь. Здравствуйте. Дергается правый глаз. Чем можно помочь? Когда дергается глаз, это называется тик. Массажом или медовым массажем воротниковой зоны раз. Второе. Принимайте препарат. Первый называется стальные нервы. И второй препарат называется Морбус Стоп. Или Дитарекс. Стальные нервы и Дитарекс. Вот это дергание глаза исчезнет. Народные способы заваривания цветков василька. Незабудки. Вот есть растение незабудка, великолепное растение, так я его и не собрал в этом году. Незабудка помогает при любых вот этих тиках, фокальных дистониях, уникальное растение, в лесу растет, в этом году не смогли собрать из-за войны. Сейчас все это у нас здесь заминировано, в лес уже никто не ходит. Ужас, что творится. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Лопается ноготь на левой руке. Подскажите, чем полечить? Спасибо. Когда лопается ноготь, то это развивается, как правило, псориаз. И
Если ноготь лопается, необходимо лечить моим препаратом изотон. Смазывайте изотоном, курс лечения хотя бы 2 месяца. Хорошо бы при этом попринимать препарат бетулиновая кислота. Ну что, будем заканчивать. Хороший получился вебинар, обширный, объемный. Еще раз хочу сказать, все препараты, о которых я сегодня говорил, являются биологически активными добавками с активными сделанными из экстрактов лекарственных растений. Какие препараты в дальнейшем будут? Какой классный я сделал препарат. Я прямо в восторге и сам себе стоя, сам себя не похвалишь, никто не похвалит, хлопаю в ладоши. Что это за препарат? Это снотворное. У меня, как у большинства людей, у которых есть бизнесы, которые связаны с войной, которые связаны там с политикой, еще с чем-то, просто у обычных людей. На фоне того ужаса, который происходит в Украине, развилась бессонница. Мы не спим, или спим мало. Ну, я на самом деле чуть утрирую, я сплю хорошо. Но тем не менее, моя жена спит мало, моя мама спит мало, моя теща спит мало, ее сын спит мало, там очень много людей спит мало. И я пробовал сделать капли дремин, но не работают. Положа руку на сердце, не работают. Я даже сделал там капсулы, и там были до этого Кот Баюн, Сонмил, Дремин, Дремикс, и там куча всего вот за 13 лет или там 12 лет работы компании уже многократно что-то пробовал и так далее. И никак не мог найти препарат. Сейчас я его сделал. Он так классно работает. Маленькая таблетка, но ее не нужно глотать. Ее нужно взять в рот и ее перед сном просто подержать, рассасывая. Она имеет яркий вкус табака. Представляете, вкус табака. Но он не гадкий такой прям противный, а такой, как чуть-чуть табак с черносливом. Такой, более такой ароматизированный. Да, действительно, в нем находятся определенные вещества, которые связаны с табаком. Но они не ядовитые, не токсические и так далее. В чем особенность данного препарата? Ложитесь, держите во рту эту таблетку, она чуть-чуть сладковатая, в ней глюкозы нет, и рассасываете ее ровно с момента рассасывания, ровно через 3-5 минут даже с телефоном заснете 100%. При этом сон полноценный, больше 8 часов, сны снятся насыщенные, глубокие, утром хорошее пробуждение с хорошим настроением, плюс еще препарат является миорелаксантом. То есть мышцы расслабляются, состояние улучшается и так далее. Не знаю, как его назвать, поэтому его еще и не представляю. Думал, Слипер или Дремина, или Сонька, вот как-то назвать так вот хочу его. Сонька, красивое имя, знаете, типа, ну ты Сонька, да, вот Сонька можно назвать его. Красивый такой, вкусный, маленькие таблетки, очень-очень высокий эффект. Я его вчера дома днем за столом прямо работал и вот так вот съел одну таблетку. Думал, упаду прямо на компьютер. Невозможно, прям так засыпаешь. Уникальный препарат получился. Действительно, травы лекарственные имеют просто сумасшедший, невероятную силу. Это экологично, безопасно, не вызывает побочных эффектов, цитонетоксично, голова не кружится, привыкания никакого нет, его на второй день не хочется там прямо с трясущими руками принимать. Эффект приема препарата приятный, характер улучшается, настроение улучшается. Супер. Забыл сказать о побочном действии коэнзима Q10. Хочу порекомендовать принимать препарат коэнзим Q10 совместно с препаратом Тонизон. Жалко, его у меня нет. Если принимать Тонизон с коэнзимом Q10 совместно, то данные препараты способны навсегда избавить вас от гипертонического заболевания сердца. Хватит болеть гипертонией, это нетрадиционный метод исцеления или лечения, а использование препарата Тонизон с препаратом коэнзим Q10. Слипер в переводе с английского языка спящий. Я понимаю, что никто английского не знает, кроме меня.
Здравствуйте, Андрей Андреевич, Ирина Забродская. Благодарю вас за то, что вы есть, и за вашу помощь. Сегодня впервые попала на ваш ролик и подписалась на вас, да еще и на эфир попала. Спасибо. Когда снотворное новое, когда можно купить? Вот прям сегодня я собираюсь ехать уже утверждать этикетку. Я говорю, нету названия. Скажите, как назвать? Вот как вы назовете, так и назову. Есть у вас варианты? А, Соник, точно. Можем назвать его Соником. А, лачина, точно. Соник нравится. У нас в Украине есть песня такая, ее українці поють своїм дітям. Там тиха вже годинка, чом не спиш, дитинко, вже твої малята кличуть Сонька Дрінка. Сонька Дрінка, там, всім, хто лиш захоче і так далі. Такая вот колыбельная песня, ее поют детям, там, про Соньку Дрінку. Сонька маленька, до хатка світленька, там, нічка прийшла, и вот такая красивые украинские эти песенки такие. Сонька Дрімка. Соник. Красивое название. Вот Соника мы назовем. Соник. Вот и будет называться. Ну что ж, будем заканчивать сегодняшний прекрасный вебинар. Так и есть. Спасибо вам за название. Так и назовем его. Соником. Вот снотворное Соник. Хорошее название. Запоминается хорошо. На слуху будет. И у вас есть Соник снотворное? Есть. Вот вам. Класс. Спасибо. Мне понравилось. В доме неприятный запах, трещит переносица, а потом болит лоб, потом макушка. Домашним все нормально. Что это может быть? Мигрень. Мигрень это может быть. Трещит лоб тоже на фоне мигрени. Обычно раздражительность, мигрень приводит вот к таким. Они же называются еще и мигреневидные фобии. Как правило, это развивается на фоне предсудорожных компонентов. О чем это говорит? В организме появляется гастрит сначала. Гастрит за счет этого увеличивается или появляется тромбоз сосудов. Тромбоз увеличивает коагуляцию. Адреналин увеличивает коагуляцию, что приводит к судорожным проявлениям. Что необходимо сделать? Магний принимать в высокой дозировке. Магний утром, магний вечером, магний днем. В нашей компании препарат магния представлен в виде препарата Magnum Cit-300. Но можно принимать и аптечный магний, там 2000 миллиграмм. Это безопасно. Магния сколько ни выпей, все безопасно. Главное, чтобы магний был хороший. Магний нельзя принимать совместно или одновременно с препаратом аскорбиновой кислоты, так как между ними может появляться связь. Ничего плохого не происходит, они могут просто друг друга немного деактивировать. Дело в том, что аскорбиновая кислота, она почему-то очень усиленно может окислять магний. И магний может просто не действовать. Поэтому прием препарата магний с аскорбиновой кислотой не очень хороший. А вот магний отдельно от аскорбиновой хороший. Или по отдельности там магний, там аскорбиновую кислоту. Я желаю всем здоровья, большое спасибо вам. Еще раз хочу сказать, что прямо в этот момент в нашей компании «Тибетская формула. Спасительные рецепты» проходит акция. Это акция минус 15% на все препараты нашей компании. Данная акция называется «Бабине літо. Золоті знижки на все препараты минус 15%, которая будет проходить с 4 октября по 10 октября. В нашей компании представлены биодобавки, витамины, препараты от аллергии, женского здоровья, золотые капсулы. Это новые методы лечения человека с использованием ароматических масел. Спортивное питание, которым я пользуюсь и могу сказать от себя, что самый лучший протеин это Starway. И самое лучшее питание это Life Energy. И занимаюсь, принимаю, просто хлопаю в ладоши, мне очень нравится. Также, если вам необходимо нарастить мышечную мускулатуру,
похудеть, принимайте мой препарат Трибулус и принимайте Фитоанаб. Вот есть такой у нас препарат Фитоанаб. Мышцы растут сами по себе, с маленькими какими-либо нагрузками. Прямо просто в восторге. Никогда не знал, что такое есть. Сейчас спортом чуть-чуть начал заниматься и даже чуть-чуть в восторге. Великолепно. Корона Шикинскит принимать вместе или отдельно? Вместе. Можно магний с витамином В6? Да, магний и витамин В6, они синергичны. И В6 усиливает состояние спокойствия, а магний релаксантом в этом случае является. Еще раз спасибо, до свидания. Здоровым быть легко, поможет вам Дуйко. Еще раз переходите на мой сайт, получите скидку и полечитесь и выздоравливайте. Всем здоровья, счастья, любви и долгой жизни. До свидания.